Всем привет! Продолжаем марафон пельменей, и сегодня я готовлю блюдо из Перского края под названием посекунчики. Начинаем с теста. Для него нам понадобится 800 грамм муки, 2 яйца, чайная ложка соли, 4 столовые ложки сметаны, по весу получилось 130 грамм. И 200 мл воды. Вымешиваем тесто до однородного состояния. В процессе я добавил еще 50 мл воды. Тесто получается не липнущее к рукам, очень тугое, и если хочется добавить в него еще немного воды, значит воды достаточно. Формируем колобок и заворачиваем его в пищевую пленку. Откладываем его в сторону минут на 30. Тем временем мелко нарезаем 150 грамм лука, берем по 300 грамм свиной грудинки и говядины. Мясо можно пропустить через мясорубку с крупной сеткой. Я его мелко нарезал и посек ножом. В данном действии главное, чтобы пальцы не попали между ножом и доской. В удобную посуду отправляем мясо. Лук. 100 мл огуречного рассола. Можно заменить на воду, молоко или бульон. Если добавить рассол, дополнительные соли и специи не требуется. Начинку перемешиваем аккуратно вилкой, для того чтобы фарш не уплотнять и сохранить рыхлую и губчатую структуру. Начинка получилась текстурной и рыхлой, и вся жидкость впиталась в мясо. Прошло уже около получаса. Берем удобный кусок теста и раскатываем его в тонкий лист. Теперь сворачиваем тесто в плотный рулет. Важно не оставлять внутри пузырьков воздуха. Делается это для того, чтобы тесто стало более эластичным и податливым. Далее тестяную колбаску еще раз уплотняем и стараемся ее сделать везде одинаковой по толщине. И нарезаем на кусочки по 40 грамм. Чтобы тесто не подсыхало, убираем его под пищевую пленку. Берем одну заготовку и раскатываем ее в кружок диаметром примерно 10 см.
Расправляем все неровности руками и на одну половину кружка выкладываем 1,5-2 чайные ложки начинки, отступая от края примерно сантиметр. При этом очень важно, чтобы влажная и жирная начинка не попала на край, иначе не получится плотно закрыть посекунчик. Закрываем и максимально плотно и аккуратно защипываем край. Для полной уверенности можно прижать край вилкой или заплести косичку, она же веревочка. Плотный и надежный кант необходим не только для сохранения сока внутри, но и для безопасности повара, так как посекунчики обжариваются в большом количестве масла. А раскаленное масло и вода всегда устраивают бурную вечеринку. Получается вот такой маленький пирожок, край защиплен плотно и надежно. Тесто не порвалось, начинка не просвечивается. Повторюсь еще раз, очень важно, чтобы все, что внутри посекунчика, и осталось там до вкуса едока. Количество ингредиентов рассчитано на 30 посекунчиков. Это примерно 5-6 порций для серьезных едоков. Один готовый посекунчик весит 65-70 грамм. Лепил я их около часа, а весь рецепт занял примерно 2,5 часа. Посекунчики или посекунчики – маленький жареный пирожок из пресного теста с начинкой из рубленного мяса, на 2-3 укуса, родом из Пермского края. Достоверная история возникновения этого блюда, как и верное название на сегодняшний день неизвестна. Существует две версии названия. Посъёкунчики, предположительно из-за способа приготовления начинки, еще до широкого распространения мясорубок мяса для фарша секли сечкой. Пос и кунчики, и произошло оно от слова «сикать», что согласно толкового словаря Владимира Ивановича далее имеет значение «брызгать, пускать воду струей или брызгами». Сегодня многие историки предполагают, что данное блюдо возникло во времена Советского Союза, так как оно не описано в старинных письменных источниках. Однако коренные пермяки помнят, как это блюдо готовили бабушки, и им рецепт достался от их мам и бабушек, и если принять название посекунчики и принять во внимание наличие слова «сикать» еще в корнеслове Федора Шенкевича 1842 года, мне кажется, что давняя история этого блюда является скорее истиной, нежели вымыслом. Невзирая на все, сегодня посекунчики являются кулинарным символом Пермского края, где их любят и насчитывается множество специализированных заведений. Обжариваем посекунчики в большом количестве масла, примерно 3 минуты при температуре 180-200 градусов, до золотистой корочки. После выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Пока посекунчики обжариваются, рекомендую приготовить соус. Для него потребуется уксус столовый, у меня 6%, 1 столовая ложка, бульон 3 столовые ложки и чайная ложка горчицы. Все смешать и готово. Также рекомендую, если есть возможность, лепить посекунчики, не откладывая обжаривать, или готовить маленькими партиями. Так мясной сок не впитается тестом, и они получаются сочнее.
Вот что получилось. Начинка сочная, нежная и ароматная, а тесто слегка хрустящее. Рекомендую кушать следующим образом. Делаем первый укус, выпиваем бульон и ложечкой заливаем соус и съедаем остальное. Приятного аппетита и подписывайся!